Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые и, самое главное, родные. С вами снова я, Тимирлан Тулегенов, и 68-я программа «Камертон» на радио Медиаметрикс Казахстан. Сегодня просто я не знаю, у меня нет никаких других слов. Такие две красотки у меня сидят. Ну, кто это? Это, естественно, Данелия Тулешева и... Мама. И мама, Лена Маратовна. Всем привет. Да, всем привет. Всем привет. Я знаю, что у вас там уже целая очередь этих интервью и так далее и тому подобное. Да, все там хотят с вами сделать интервью, то есть вы будете там 30 минут разговаривать, из этого всего вырежут всего лишь там 30 секунд, и остальное все наговорят. Но вот у вас сегодня есть реальная возможность без всяких монтажей и т.д. и т.п. и все-таки наконец рассказать реальную правду. Вот реальная правда состоит в чем, Данеля? Зачем ты вообще поешь? Зачем тебе это нужно? Ты же такая маленькая. Вот. Училась бы себе в нормальной школе, да, никуда не вылазила бы. Да. А так-то ведь, наверное, все тебе завидуют, все твои девчонки, наверное, тебе какие-то гадости, там, да. Кнопки под задницу, наверное, Нет, поставляют. Мои одноклассницы, они меня очень поддерживают, мои одноклассники, и у меня очень много подруг в школе, и есть две самых лучших, и я... очень благодарна за этот класс, что они мне ничего не завидуют, а уважают меня. И вообще я пою, просто мне нравится, и я вот просто, в душе, там, все люди поют, все люди умеют петь, но этот, как сказать, талант надо развивать. И если я, например, тоже обычный человек, но просто меня вот мама отдала на занятия еще когда? Ой, да уж давно. Вообще у нас все вот это творчество началось с танцев, когда она вот танцевала в нашей студии, вот, и в Галаденсе, вот когда только он открылся, и мы увидели там у нее такое чувство музыки, когда она танцует, она прям чувствует музыку, и как-то все пошло, потом мы пошли на более профессионально уже заниматься бальными танцами спортивными. А потом как-то так получилось, что мы начали пошли в творческую студию, групповые занятия, мы ходили раз в неделю, занимались актерским мастерством, сценическое движение, сценическая речь и вокал в группе. Вот. Нам много говорят, что вот вы, когда вот в 7 лет она уже занималась давно вокалом. Нет, там даже вот мы когда вот первый наш конкурс крупный, это Алган Астана. Наш казахстанский конкурс. И вот мы когда туда приехали, конечно, я была немного шокирована. Данеля, вот расскажи, как вот мы приехали, какие твои первые впечатления были, когда ты увидела деток? На самом деле там уже были, такие уже, взрослые достаточно, да? И у них уже были они уже профессионально занимаются вокалом, у них там выступления очень много, опыт есть, а я не выступала даже. Маленькие хорошенькие девочки. А ты какую песню пела-то на этом конкурсе? Я пела «Белые ангелы». Это кто поет у нас? Алиса Кожикина. Да, Алиса Кожикина. Это взрослая песня, наверное? Нет. А ты вообще любишь взрослые песни петь? На самом деле я чаще всего уже пою английские песни, и практически все английские песни мои, они взрослые. Ну, в том-то и дело, то есть, получается, есть взрослые песни, есть английские, да? Вы знаете, мы не настаиваем никогда на том, что ей петь. Она сначала слушает музыку, если ей нравится мелодия, если ей нравится, как это исполняется, то тогда, если она дает добро, тогда мы рассматриваем тексты, если там, текст позволяет маленькой девочке это исполнять, тогда мы, в принципе, это поем. Do you speak English? Yes, I do. Окей. Смотри, очень важный, кстати, вот вопрос. Ввиду того, что я все-таки поэт-песенник, вот, я пишу слова на музыку, русский поэт-песенник, вот. Многие говорят, что я уйгурский поэт-песенник, потому что многим уйгурским группам написал.
Для любого певца что важнее, мелодия или все-таки слова? Ты сейчас вслушиваешься вообще в тексты, о чем ты поешь? Конечно, мы разбираем текст, даже если он на русском, мы все равно его разбираем, но на самом деле для меня лично важнее мелодия, потому что если будет мелодия, как у «В траве сидел кузнечик», и текст прям такой вообще душевный, то тогда я, конечно, не буду ее рассматривать, потому что мне не нравится мелодия. Но на самом деле песня, если крутая мелодия, но нету текста особо, то тогда это уже не песня откуда крутая. ты знаешь, крутая эта мелодия или нет? Ну, не В смысле, знаю, мне у тебя уже звездная болезнь или как? Нет. Как ты определяешь, крутая или не крутая? Ну, я слушаю, если мне нравится, то тогда она крутая. Так, хорошо, тогда сразу зададим вопрос. Как будто мамы здесь нет. Кто в итоге последнее слово то есть последнее слово говорит, кто принимает решение, буду я эту песню петь или нет? Конечно, ты или я. мама? Серьезно? Да, то мама... есть вы с мамой сильно ругаетесь каждый раз? Нет, мама вообще, меня мама по большей сразу в лице части, переменилась. да, по большей части она отвечает за вид, как я выгляжу, да, костюм, одежда. У вас это в контракте, это у вас определено? Нет, у нас репертуар, они обсуждают с Натальей, с Да, нашим с моим педагогом. с нашим директором, да. Наталья всегда предлагает, Данелечка слушает. Я чисто так в соседней комнате сижу, она куда-нибудь не туда ушла, в ноте, что да, Я подвигаю. Не, Вот ну это на самом деле она, мама не так сильно уж разбирается, чтобы там такой прям советчик. У меня есть Наташа для этого, и она мне все-таки подсказывает, какую песню, как и тебе подходит, потому что я же не все пока что понимаю и знаю. Это нужно время, чтобы я, например, поняла, как я вообще пою, потому что многие дети понимают это только когда вырастут. Окей. Когда... Окей. Как Гарик Харламов говорит, ты себя считаешь детем или уже ты большая? Нет, я еще маленькая, потому что взрослый человек, это как подразумевается, как уже, ну, сам себя обеспечивает, сам живет отдельно, там оплачивает налоги, все такое. Вот это какой вот продукты сами бедный готовит. ребенок уже о налогах думает. А ребенок это, ну, как бы, он еще не сам все делает, он только учится, обязанность ребенка учиться, и, ну, как бы развивать свой талант, может быть, потому что если ты вырастешь и ты не будешь ничем заниматься, то тогда, собственно, ты не можешь себя обеспечить и оплачивать налоги. А мама, вот видите. Бедный ребенок вообще. Кошмар. В какой стране мы живем? Давай определимся. Есть люди талантливые, есть профессиональные. Ты у нас талантливый или уже профессиональный? Я думаю, все-таки я еще талантливая, потому что вот то же самое. Ну что ты смеешься? Ну что ты вообще, мама, выйдите вообще. Я же говорю, надо было у нее только брать. Не, все нормально. Ну что вы, Лена, сейчас к вам перейдем мы. Ладно, я вообще не талантливая, я вообще просто... Ну вот, все. Прерываем эфир. Вообще ужас. Ладно, дальше, идем дальше. Давай дальше. Я считаю себя непрофессионалом, потому что я... То же самое, вот когда первый раз слепые прослушивания были на голос... поняли. Меня спросили, как ты поешь, а я не могла ничего ответить, потому что, ну, у меня вот, я как чувствую, так и пою. Техника, у меня, конечно, есть техника, но мама говорит, что она меня... Да ты вообще не оглядывайся на маму, что ты? Давай тогда разберем, а что такое профессиональный певец, по твоему мнению? Ну, профессиональный певец – это тот человек, у которого отработана техника. Даже если плохая аппаратура, например, ну, это но он в все сфере равно пения, нормально, да, там. Вокал. Свои 5 октав поймает, короче. Да. То есть, если у него плохая аппаратура на сцене, он все равно сделает так, что у всех рты пооткрываются. Вот, я считаю так. И если там любая ситуация произойдет на сцене, он выкрутится из нее. Из нее. А какая может быть ситуация? Ну, разные бывают Минусовка ситуации. выключится? Нет, минусовка.
Нет, я вообще всегда под минус буду петь, потому что если ты поешь под фонограмму, это как-то нечестно по сравнению, по отношению к зрителям. А когда ты под минус поешь и душой, и реально хочешь что-то донести до зрителей, потому что зрителей надо тоже уважать, они приходят на твой концерт, они стоят, все-таки слушают. Они тебе и не надоели еще? Они на улице подходят, там, автографы просят? Не, на самом деле, очень редко так происходит, но мне очень нравится, когда ко мне кто-то подходит, узнает меня, это очень приятно на самом деле. А у тебя телохранитель уже есть? Нет. Я сама себя сохраню. Мой братик мой телохранитель. Да, я видел, у него там черный пояс по тайквондо или Нет, по там у карате? него какой, оранжевый или красный? Оранжевый? Сколько ему лет? Он сейчас на дзюдо ходит. На дзюдо. Уже В на общем, дзюдо. для меня это все одинаковое, но в принципе он может за себя постоять и может... Тебя это радует? Да, меня это очень радует. Так, давай теперь будем маму терзать. Лена Маратовна. Лена, просто Лена. Нет, я люблю так. Вы всю жизнь мечтали о том, чтобы мучить своего ребенка вот этими песнями? Ой, да Вам не почему? додали в детстве музыкальную школу или что? Я много чего в детстве недополучила, но это не значит, что я должна. В плане как, не из-за того, Теперь что... вы отрываетесь на ребенка. Нет, не из-за того, что родители не хотели, просто так складывалась ситуация, что у меня папа военнослужащий, и мы ездили по гарнизонам, и не всегда было Кстати, возможность. Арашка, с праздником. Да, с праздником Да. всех военнослужащих, всех наших защитников. Советская армия. Потому что не было просто в наших гарнизонах каких-то развивающих таких. Это только сейчас начали появляться развивающие центры, очень модно ходить на вокал, на танцы какие-то современные. Сейчас вообще у нас индустрия так завязана, что на детях очень много денег можно сделать. Так. Нет, абсолютно нет. Это не моя мечта, и Да, Данеля может подтвердить, что я всегда была против пения. Да, мама всегда была против пения. Я сама это захотела. Дедушки с бабушками очень это поддерживали и очень хотели, это у них, наверное, мечта больше. У меня мечта это дать им образование, чтобы они были образованными людьми, чтобы они были хорошими людьми, которыми я буду гордиться, которые действительно... Это, наверное, многих обидит музыкантов и из сферы Это их проблема. Нет, это не их проблема. Всегда нужно говорить так, чтобы людей не обижать просто так. Каждый труд, он очень тяжелый труд. И я сейчас вижу, это очень тяжело. Я всегда была против пения. Но все равно. Я очень любила танцы. против того, чтобы эти поющие трусы были на сцене. Сейчас это очень много, но оно есть, и от этого никуда не убежать. Да. Нет, она пусть слышит, она пусть знает, что я против этого, и поэтому в первую очередь у нас была договоренность такая: Данеля, если ты хочешь петь, ты должна учиться. Если успеваешь по учебе, то ты успеваешь, тогда ты поешь. Но для меня, на самом деле, самая главная учеба, мама может подтвердить это, я каждую ночь прям сижу и все делаю, и пытаюсь, чтобы я, конечно, была самая лучшая. Чтобы у меня все было на 5, чтобы все было отлично. Чтобы спеть песню и донести ее до слушателя, до зрителя, чтобы вам поверили, чтобы ее полюбили и полюбили вас, вы должны в душе и здесь внутри быть начитанным и очень грамотным человеком. Все-таки вообще реально, зачем? Ты же классно танцевала. Зачем тебе петь? Как-то мне ближе петь все-таки, чем танцевать. Хотя танцевать мне тоже очень сильно нравится. Я думаю, что каждому очень нравится танцевать. И маме очень нравилось, как я танцевала. Но сейчас я немножко хуже стала танцевать. Мы уже 1,5 года не можем найти времени. Вообще, мне всегда нравились танцы. И я всех детей в танцы. У меня младшая сейчас... Лена Маратовна, как приятно слушать, когда кто-то, кроме меня, в эфире еще картает. А я, кстати, представляете, опять сегодня пересматривала программу, думаю, боже мой, 2 человека картавить будут сидеть, мне не так будет. Смотрите, у вас какое образование? У меня, я географ-картограф, я закончила КазГУ. Геофак. Серьезно, в каком году? В
каком году? Мне мама Господи, всегда в каком году? помогает по естествознанию, по Боже истории. мой, 2004 или 2005? Я не помню. Ужас, вот такая Вы молодая. знаете, я ни разу, как бы, я не работала ни одного дня в своей практически жизни, потому что всю жизнь я положила сначала... Мама была визажистом, кстати. Да какой ты визажист? Да, она Это была я визажистом. поработала месяц, а потом получилось так, что у меня вот эта девочка запела, и в принципе я искала то занятие, которое меня не будет сильно отвлекать, допустим, от семьи. Мгм. Когда я могу просто вырваться, допустим, на несколько часов, поехать, сделать кого-то красивым и опять вернуться в семью, чтобы не сильно отвлекать. Потому что я не могу сидеть в офисе, у меня на это нет времени. Вот, я могу только вот все время посвящать семье, своим детям. Но у нас, слава богу, бабушки, дедушки помогают. Без них бы я вообще не справилась. А вообще, смотрите, вот сейчас же такая очень четкая идет политика. Женщины добиваются каких-то прав, там, они говорят, вот, мы должны быть на равных с мужчинами. А почему вы не Мама- работаете? Почему вы не работаете? Я не работаю, потому что у меня 3 деток, и я хочу Ну, что что? вырастить из них достойных людей. У меня есть муж, которого я тоже люблю, и который хочу, чтобы... Который обеспечивает вас? Ну, слава богу, да, пока как бы обстоятельства складываются. вас это таким устраивает? образом. Меня это устраивает. Так все-таки, что главнее, что все-таки эффективнее? Все-таки себя реализовывать в работе и говорить, я не завишу от тебя, или все-таки заниматься, я не знаю, там, Ну, вы сейчас говорите... так, осваивать что- бюджет? Нет, ну, как бы я в равной степени уважаю и женщин, которые делают себе карьеру, которые успевают также и дома, и семье уделять время. Вот, но не так, как вы поставили вопрос, что я работаю, я себя сама обеспечиваю, ты мне никто, и я как бы... Нет, это неправильно. А как правильно? Нужно уважать мужчину, нужно уважать отца своих детей и своего супруга. В первую очередь это он добытчик, и он... А откуда у вас это? Вы вообще алматинка? Или откуда Аулдан Нет, Киренский? нет, ну вариант? почему? Это просто это вполне нормальная, как бы, какая должна быть семья, какое должно быть отношение у Ну жены к откуда мужу. у вас это? Вы же городская, вы же продвинутая и так далее. и тому Ну подобное. да, я продвинутая, я городская, да, и в принципе В смысле, меня... от бабушки, от мамы? Ну, видимо, это все тоже как бы из семьи идет. У нас, ну как-то у нас очень такая дружная семья, очень большая у нас семья. У нас нету такого, у нас все папы, все мамы, мы всех любим, обожаем. Ну, как-то я не знаю, как еще объяснить. Это вполне человеческие отношения. Это человеческие отношения. Друзья. Да, что жена должна поддерживать супруга, дети должны воспитываться, и тогда они тоже это, также в будущем, я и своим дочерям тоже это говорю всегда, что да, вы должны получить образование, вы должны работать, вы должны тоже как бы зарабатывать, чтобы не для того, чтобы доказать своему мужу, что вы как бы, что вы сама себя круче или что вы реализовать. больше зарабатываете, а нет, чтобы Маме он не тебя подсказывай. уважал. Ага. Чтобы он тебя уважал и видел в тебе личности, чтобы у вас еще более крепкий союз Да, был, да. чтобы он видел союзника рядом с собой. Данельчика, а ты где хочешь учиться, когда школу закончишь? Я не знаю. Да вы Не знаете, надо всё на маму это- смотреть. Да Ну, просто она сегодня такая Наверное, не в красивая. Казахстане. А, впервые мама красивая, Да, да? вот Нет, Впервые она- мама в давай эфире. меня- А, вот нет, так она вот реально, выглядит. она всегда красивая, она очень молодо, кстати, выглядит. Ну, как мы уже Ну, заметили. вообще, я прям... Хорошей, хорошей. Да-да-да, хорошо Программа и о хорошо. тебе, дочь. Да, не-не-не, ребята, на самом деле моя программа, она именно о тех людях, которые могут быть выше именно благодаря тому, что они занимаются любимым делом. Потому что очень много людей, которые не могут себе этого позволить, которые говорят, нет, мы должны сегодня думать о хлебе насущном.
мы должны вот заработать на хлеб, я не знаю, там, на колбасу и так далее. Я не могу себе позволить тратиться на холст, рисовать. Нет, ни в коем случае. Я не могу себе позволить петь. Ну вы же себе позволяете. Чем вы отличаетесь от других? Вот я только что заходил. Мы не отличаемся. Ну а в чем дело тогда? Мы не отличаемся, потому что то же самое пение. Я всегда, Данеля это подтвердит, на любой конкурс, но у нас не так много конкурсов за плечами, всего 3. Вот. Я не люблю разбрасываться и ездить с одного конкурса на другой. Если мы выбираем что-то, то мы делаем это хорошо, качественно и полностью себя посвящаем этому. И вот если бы Наталья была, она подтвердила, даже вот подходя к украинскому конкурсу, мы приехали заранее, нам утвердили песню на украинском языке, и мы ходили к репетитору целый месяц. Мы изучали не просто так, оттачивали вот это произношение, мы именно изучали украинский язык, их традиции украинского народа. Вот. И очень много, у нас очень педагог невероятный попался, который настолько и Данелечку полюбила, и мы прям к ней, это вообще невероятный человек. И вот, вы знаете, вообще у нас вот как бы какой-то человек, наверное, так и притягиваешь, извините, что я, наверное, так самонадеянно, да, но вокруг нас очень хорошие, порядочные люди. И вот сколько мы были в Украине, всегда нам встречались очень отзывчивые, очень душевные люди, которые действительно нас поддерживали. И где бы мы ни находились, всегда вот рядом с нами такие люди присутствуют, всегда. Данелечка, а есть у тебя уже, я не знаю, ну наверняка должны быть те, которые тебе завидуют? Нет, я уже вначале сказала, что у меня все, которые, ну, как мама сказала, все, которые меня окружают, я всех люблю, уважаю, ценю, потому что, ну, с каждым я поддерживаю отношения с Украиной, потому что, ну, каждый человек для меня, который был в моей жизни, для меня дорог, даже те, которые у меня, может быть, были ссоры, или с кем у меня какие-то... Были в моей жизни, ты так говоришь прямо-то? У тебя уже ну, много их было в жизни. У нас слишком насыщенная жизнь, поэтому слишком много за короткий период. Ну, конечно, я вас с осени жду, когда вы ко мне приедете. Кстати, время как пролетело. Да, кстати, большое спасибо Шавкату Марчу. Он мне с осени говорил, говорит, пригласи Данелю Тулешу. Я говорю, да блин, кто я, кто Данеля Тулешева? Не, ну что вы такое говорите? Ну, мы обычные, просто, нет, вообще просто так получилось, что нам как-то больше повезло. Вообще реально, я просто благодарен судьбе, что вот прошлый год, 2017, он подарил вообще Казахстану двух вообще великих людей, двух вундеркиндов, я не стесняюсь этого говорить. Это вот Димаш, который весной стрельнул, и тут Данеля осенью так просто... Фейсбук весь просто взорвался, все пишут меня, тегают там, Тимирлан, посмотри. Я такой, ну что, какая-то девчонка пошла там, очередной Анша Балапан, а потом, когда я так посмотрел на Монатика, как у него челюсть упала. Кстати, у вас с Монатиком как отношения? У вас договор какой-то? Нет, какой договор? Мы, в принципе, с Димой в очень хороших отношениях. Я говорю, вот, вы знаете, вот, опять же, вот то, что вот нас окружают такие люди, невероятная команда, человек. Просто невероятная команда. Приходишь к ним на студию, тебя встречают как дорогих гостей, и не только из-за того, что там, да, они всех так встречают. Они всех встречают, всем чай, что-то, настолько такая дружеская атмосфера, непринужденная, никакой звездности, ничего, очень приятно. А у вас уже много контрактов, которые подписали, не глядя в контракт? Нет, ну было дело, было. Но тогда мы вообще еще даже не понимали, не шарили в этом. Кстати, да, если что. Вот теперь будем знать, но сейчас мы очень-очень... Скидывайте мне договора, я буду мы смотреть. Мы с нашей Натальей сейчас очень сильно трепетно каждому контракту, каждое слово читаем, да.
Ну, А вообще были попытки, да? у нас сейчас много предложений, мы рассматриваем какие-то, сомневаемся, но подписывать, видите, она же ребенок, и Ну, естественно. да, и ее подо что-то как-то вот, чтобы она кому-то была обязана сейчас в таком возрасте, Ну да. не совсем хотелось бы. Она Естественно. сама должна решать, что ей нравится, что ей не нравится. Я сейчас, на данный момент, не уверена, хочет она петь, будущее ли это ее. Поэтому и от многого мы очень отказываемся, чтобы она не загонялась и чтобы не потеряла интерес к этому. А вы постоянно с ней советуетесь? Или Да, конечно. И Наталья всегда говорит, мы должны сначала спросить у Данелии, после этого, если она согласится, Наташа у нас очень к этому серьезно относится, и я в том числе. Мгм. Она всегда в курсе всего, что Наталья, происходит. фамилия? Чуракова. Чуракова. Это наш педагог, да. Она, да, И педагог. директор. Ну, я видел просто. Директор, да. Мы с тобой, в принципе, на одной площадке, в том плане, что я тоже был 4 дня у Марии Георгиевны Струвы. Вот очень много вопросов в Фейсбуке, там вообще в соцсетях, именно в плане, скажем так, оценки деятельности Марии Георгиевны. Мария Георгиевна, ну, как бы я обязан был задать этот вопрос. В чем прикол вообще? Ты почувствовала какую-то пользу от вот этих 4 дней? Говори как есть. Конечно, конечно, он стал звонче. Она именно нарабатывает технику, и я очень ей благодарна за то, что она открыла какие-то новые нотки или расширила мой диапазон. И мне и правда нравилось ходить на Да, ее нас мастер-классы, очень. да. О, 4 И- дня, у меня вообще за 4 дня я так, мы еще на я индивидуальном кайфую уроке, от своего кстати. голоса до сих пор вообще. Да. Но она вот в интервью говорила о том, что она тебе расширила диапазон именно такой взрослой женщины. Вы почувствовали это? Но Данелия и до Марии да, да, да. Георгиевны, в принципе, пела, у нее никогда не был детским голос. Вот. Единственное, в чем у нас была проблема, Данелечка боялась высокие ноты брать. Ага. Вот. И, в принципе, мы поэтому обратились вот как бы Мгм, мгм. к Марии Георгиевне. Из-за боязни вот Данели вот именно брать высокие ноты. А у нее уже, у Данельчики уже прошел вот это вот ломка голоса? Нет, еще не было. То есть в ожидании? В планах даже. В ожидании. Ну как, нет, не в ожидании, как бы, ну как будет, так будет, в принципе. Мгм. Я же говорю, Мы даже не многие акцентировали. думают, что это, да, вот как многие, я не сумасшедшая мать, мы не сумасшедшие родители, которые вот все, ребенок, ее надо вот все сейчас зарабатывать, или там вот звезда, неужели вот у нас... Нет, абсолютно. А кстати, вы уже начали зарабатывать? Э, Ну, вам уже платят за выступление? Данеля, да, зарабатывает. Ну, то есть нормально. А папа доволен? Папа к этому по-другому немного относится. Так. Ну, это как бы мы против, чтобы Данеля выступала на тоях, на свадьбах, А что, на там каких-то... хорошие деньги. Ну, потому что... Ну, и ну, у на нас самом- такой- Творчество это же не деньги, это Да. ну, наверное, когда, например, я смотрела недавно фильм, он называется «Звездная болезнь», Так. и там был очень-очень капец как знаменитый парень, Ага. он пел, и раньше он занимался творчеством, музыкой, и его начали уже возить по интервью, по всяким там по программам, потом Да-да-да-да. кино, и чтобы сняться в кино, он должен был соврать, расстаться со своей девушкой, и ему уже настолько это надоело, что он перестал заниматься этим. Мгм. И вот то же самое, если меня будут так много возить на всякие интервью и концерты, то тогда тебе это больше уже не нравится, потому что Творчество если ты должно занимаешь быть. музыкой, то тогда ты должен заниматься музыкой. Подожди, ну давай определимся. Что такое для тебя музыка и музыка? Вообще, ты вообще понимаешь вообще, чем ты занимаешься? Конечно, понимаю. Так, а чем Я- ты занимаешься? Ты поешь за деньги или ты просто для себя поешь? Я для себя пою. Серьезно? Но да, конечно. То есть Потому ты что можешь петь все, что ты пожелаешь. да, это мое решение, что я буду петь, чем я буду заниматься. Вот мама вообще,
она играет очень большую роль, но я сама буду решать, кем я буду, чем я буду заниматься. Хорошо, кем ты будешь? Я не знаю, кем я буду, Ты сейчас в каком классе? я сейчас в 5 классе. Вау! Еще много времени, Еще поэтому 6 я же лет. говорю, мы не... 11 лет же, да, по-моему? Да, Да. ой, надеюсь, что 11. Чтобы не больше. Ну, смотри. Я не могу на нее сейчас дать. Данелечка, вот ты же уже побыла за кулисами, ты уже знаешь этот мир. Тебе он нравится? Мне очень нравится, и особенно на украинском голосе, это просто невероятно. Я еще раз хочу туда, и даже если не как участник, а просто посмотреть, потому что там невероятные люди работают, и вот приходить туда на каждую репетицию, на съемки, это был реально... А у нас есть такие невероятные люди в Казахстане? Конечно, есть. Серьезно? Да, но, ну, как сказать... Ну вот интересно, не надо нам Не, ну смотреть. просто, нет, просто, знаете, как-то, объяснить. Я Говори, как есть. я только начала жить и еще не со всеми поработала людьми. И в Казахстане очень много людей, которые реально болеют за то, что они делают, но не со всеми я еще познакомилась. Были очень много людей, которые болеют за творчество, за меня, и я им очень благодарна. Смотри, вот как реально, вот когда началась вот эта вот крутая жизнь, только после украинского голоса, или она уже у тебя там внимание и т.д. и т.п. оно было до того? У меня всегда была крутая жизнь, потому что у Вау. меня была семья замечательная, собака моя Мимиша, которая, ну, как у меня всегда была крутая жизнь, всегда. Крутая. Да. Так. Ну, и вообще крутая жизнь это не там популярность или слава, А это, в чем крутость жизни? ну, то, что тебя окружают люди, и хорошие люди, и то, что у тебя есть большая, крепкая, дружная семья, потому что есть очень много детей, которых бросают, отдают детдома, и это очень плохо и грустно, потому что не всем детям везет с родителями. А вообще, смотри, ты помогаешь кому-то? У тебя же наверняка рядом есть друзья, у которых действительно, которым не повезло с родителями. Нет, у меня очень мало. Вообще родители, все родители добрые и все хотят помочь своим детям, но не все сразу это понимают. Может быть, они уже, например, отдадут Ты или на маму не откажутся от смотри. детей. Да, я всегда на нее смотрю. Ну, конечно, такая красотка. Ну, когда, например, откажутся от детей, а потом они понимают, что они сделали очень большую ошибку, потому что родители, они как бы помогают тебе. Они помогают реализовать свои А мечты. тебе нравится, как твой папа относится к твоей маме? Ой, да. Серьезно? Конечно. Прям няшки. Нет, ну, не Ты- прям такие, нет. Не, ну смотри, а ты хотела бы, чтобы у тебя в будущем когда-то, я не знаю, он же когда-то появится, не надо закрываться, да, чтобы у тебя был такой же муж, как у мамы твоей. Конечно, моей маме очень повезло с папой, потому что Вау. он очень добрый, хороший, он, конечно, иногда все психуют, ну, как бы, ну, что. Так, это мы не вырежем причем. Ну, я знаю, не все психуют. Моя мама От чего он психует. обычно психует? От того, что мама слишком шустрая или наоборот, где-то тормозит? Я не знаю, наоборот, что она такая прям... Ну, просто... Он больше на жизнь психует, а не на нас. Смотри, как ты думаешь, у мамы хватает времени на папу? Мой маме на все, по-моему, времени всегда хватает. Она все вообще успевает делать за день. Она вообще супервумен. Аплодисменты. Чудо-женщина. Ты будешь как она? Я думаю, что я буду еще лучше. Йоу, круто, на этом можно программу закончить. Смотри, есть у тебя вообще, вот, ну, смотри, как бы, есть какие-то планы?
самый дурацкий вопрос, который журналисты все задают. К счастью, я не журналист, вот, я обычный, необычный юрист. А есть какие-то планы? Хочешь ты с кем-нибудь вообще вот спеть, пока еще у тебя ломка голоса не произошла? Конечно, у меня уже сбылась моя мечта, я спела с Димой Монатиком на одной сцене и с Димашем Кудайбергеновым на одной сцене. Но я, конечно, не с ним Димаш, в дуэте. я жду тебя в нашем дуэт. эфире. Я не в Не дуэте дуэт. была, я задний. А просто, да. Да, я- мы фоном были. Я для Димаша. поддержки Димаша была. Йоу. Да, звучало как-то слишком круто. Ну, в общем, но я хочу еще спеть на одной сцене с Бейонсе и, конечно же, с Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес вообще, она невероятная, она такая крутая, добрая. Вообще все американцы такие добрые и честные, отзывчивые и простые, А ты была в скромные. Штатах? Нет, это моя мечта вообще поехать в Штаты. Мне даже в сон приснился, представляете? Я уже значит, такая, поедет. я в Майами уже побывала во сне. в Возьмите Америке. меня оператором, я научусь камерой пользоваться. И нас тоже. А ты в курсе, да, что все вот они, это по большей степени, это в какой-то, это как бы пена, потому что основные люди, это все-таки авторы. У тебя есть какие-то Нет, уже на самом любимые деле- авторы? Ну, я не знаю, но на самом деле вы неправильно сказали, потому что артисты, да, автор очень большую часть роль играет Так. в песне, Мгм. но артист это должен донести, не автор же поет, а артист, и он он доносит эту песню, тебе не нравится? Нет, да Не, круто что вообще, ты смотришь на маму? На меня смотри. Да. Я здесь Не, звезда. У меня молодец. уже привычка смотреть на маму всегда. Ну, надо же посмотреть, нравится или нет, как говорю. Подожди. А ты вообще живешь для чего? Для того, чтобы нравиться маме, папе? Или у тебя конечно. уже есть свой голос? Ты стараешься для того, чтобы, конечно, еще и заполучить гордость, наверное, родителей, чтобы они тебя похвалили, чтобы они тобой гордились. Но по большей части, когда ты вырастешь, ты будешь все-таки для себя это делать, потому что не все люди живут вечно, и потом ты это будешь Похоронила. для себя, наверное, делать. На глазах. Мама, На да, глазах. ладно, Да все, всё я нормально, молчу, всё все, нормально, я молодец. молчу. Не, Данелечка, очень классно. Нет, ты молодец. А вообще, смотри, вот, тебя уже, наверное, замучили всеми этими вопросами. Ты уже представляешь, какой ты будешь в 25 лет? Ой, да. Так, ну-ка давай. Ну, я С думаю... бровями. Нет, да, мама правильно Нет, на сказала. меня смотри. Я, наверное, буду красивая, конечно же, ухоженная, Так. длинноногая. Ну, конечно же, брови должны быть, как у Ну, прежних. какая длинноногая мама Нет, ну невысокого посмотрите, роста. какие ноги. Она Я уже видел, меня как скоро. я видел, как вы выходили из джипа. А папа высокий? Папа, да, высокий, достаточно высокий. Я, наверное, в него пошла. Я вообще тоже рак, и папа рак. И я, наверное, в него ты пошла. рак еще. Да, Да. А вы кто у нас? стрелец я. А я. Мы еще вчера ходили на мозга какую-то эту, и Мозга. там Мозга были кто? извилины. МРТ, да. МРТ, да. Там были А. извилины. Я специально посчитала, сколько у меня извилин. Что там с извилинами? в Ну, итоге? мне сказали, что извилины это как бы ум, да? Ум. Серьезно? Да, ум. Ну, Как мне сказали. Но у меня было не так много, на самом деле. Ну, мама мне сказала. Это у я тебя не так опечалилась много очень. извилин. Я очень опечалилась. Она очень опечалилась. Данелечка, а ты веришь взрослым? Иногда нет. Например? Потому что взрослые имеют право тоже что-то скрывать от детей. Это нормально. Серьезно? Я тоже что-то скрываю от Подожди, мамы. взрослые Ну для да, тебя. мама, что, взрослые это для нормально? тебя- Подожди, взрослые для тебя это мама и папа или еще кто-то есть? Папа, мама, ну все взрослые в мире. Ну, взрослые это те, которые уже очень много знают о жизни, которые могут дать советы тебе. Потому что не все взрослые могут дать тебе какой-то совет, потому что многие взрослые сейчас еще дети, играют в приставки, все такое, бывают такие взрослые. Ужас какой. Да, но у Я меня, не играю. но мне мама, папа и вся моя семья может дать реально совет, который мне поможет. Например, у меня что-то там плохое случится и в школе, и мне что-то там подскажут, и реально это помогает, работает.
Данелечка, Работает. Это мой выбор. Данелечка, тебя часто обижают? На самом деле, меня обижали в школе в начальной, но сейчас мне очень сильно повезло, прям капец как повезло с классом, и я очень рада, что мама меня отправила еще посмотреть на другие школы, потому что государственная школа, ну это, конечно, намного сложнее, чем частная, потому что там я реально очень многому научусь. Данелечка, подожди. А как ты думаешь, тебя продолжали бы обижать, если бы ты не стала такой известной? Скорее наоборот у нас. Так, я у Данелечки спросил. Как ты относишься к человеку, так и к тебе будут относиться. Потому что есть, конечно, люди, которые, ну, уже гены такие, что обижать надо всех. Гены такие? Так. Сейчас. Ну, есть такие люди, ну, реально. Но я отношусь ко всем очень хорошо, потому что если ко мне будут очень хорошо относиться, будут меня уважать, то тогда, конечно, я не отвечу взаимностью, потому что у меня самая лучшая подруга — это Алтынай, я ее просто обожаю. Так, я Алтынай, ее называю как ангелочек, спустившийся с неба, потому что она реально прекрасный человек, и мне очень повезло с ней, потому что, ну, если бы вы с ней пообщались, я прям вообще очень ее люблю. Сюда позвать, Я ее какие обожаю проблемы вообще. Смотри, как ты думаешь, что произойдет с тобой, если вдруг, вот давай представим просто вот в немыслимом сне, что люди перестали тебя узнавать? Что вот вдруг все забыли в какой-то момент. Помнишь в этом «Люди в черном» так раз нажали, и люди забыли, что ты Данелия Тулешева, победительница «Голос», «Дети», Украины. Ну, ты думала об этом? Нет, я не думала об этом, потому что, ну, как бы, я же жила как-то до этого. Я ходила, просто мне радовала жизнь. В принципе, для меня популярность — это одно из составляющих твоего труда. Потому что... Ты уже работаешь? Ну да. Ну, я труд, тружусь, она да. имеет в виду, что занятия вокалом, занятия там Да. языками и все. Ну, Это труд. любой труд, как мама сказала, должен быть оплаченный. Но не в том деле Так. оплаченный, а Шоу-бизнес тебя должны Не-не-не, узнавать. Не узнавать, а уважать, я хотела сказать, извините. Уже заговариваюсь уже. Не надо, все нормально. Нет, Просто если ты работаешь и когда-то все равно к тебе придет это уважение к тебе, то, что Это вот у меня такой стиль, я вообще провокатор. Я когда чувствую, что человек со мной разговаривает как с журналистом, я начинаю, так сказать, ломать этот шаблон. Данелечка, кем ты хочешь стать в итоге? Вот сейчас. Давайте я вам расскажу. Так. Сначала в садике, вот прям в садике. Мы записывали. Не смейтесь, Это только сколько хорошо. лет? 5 лет тому назад было, да? Нет, 6 лет. 6 лет назад. 6 лет назад. Вернемся в прошлое. Итак, записывали видео, где, ребенок говорил, кем хочет стать, нравилось тебе садик, вот, и я встала. Все мои подруги выбрали певицу, все мои подруги. А я подумала, что, зачем мне повторять, они обидятся на меня, то, что я выбрала тоже певицу. И я стала официанткой. Я сказала, я хочу стать официанткой. И потом надо мной смеялись, все смеялись. Мне было так неприятно и обидно за профессию официантки, потому что официантка, вот если вы не видели такой мультик «Принцесса и лягушка». Там была официантка, и она очень эффектно разносила булочки. Они так летали, потом пудра она вот так вот сделала, она прям красиво разложились, все такое. Я когда посмотрела этот фильм, я захотела стать точно такой же. Потому что ты поешь, ходишь, на самом деле это не так, конечно, но я хочу, чтобы в будущем все официантки так разносили, пели и радовали своих гостей. Потом я захотела стать вот этой бальной танцовщицей, да, спортивных бальных танцев. Я занимала первые места, но потом как-то какой-то
момент случился, что мне захотелось стать певицей. И я начала ходить на вот эти вот уроки, сначала групповые, потом меня отправили на конкурс, и после этого мама уже поняла, что... Да ничего не поняла, до сих пор не поняла. И мама поняла, что из тебя официантка не получится. Нет, из меня официантка получится, потому что официантка в этом фильме пела. Пела? Вообще петь это вообще круто, да? Вообще я как-то не очень стала говорить, вначале было лучше. В смысле, в начале, Мама, давай ты в начале будешь говорить. интервью? Нет, она давно интервью не давала, уже потеряла свою. Да вы что, вы же мне сказали, у вас там очередь целая. Да не, ну что, мы такого не говорили, мы сказали, что у нас... Естественно, потому что перед вами не журналист. Давай, мам, ты будешь уже говорить. Да все нормально, расслабься. Лен Маратовна. Лена, Не, ну... что вы не указываете на мой возраст? Лена прекрасная, говорите. Ой, еще одна. Елена прекрасна. Вот смотрите, у вас 3 детей. Да. Вот 4. есть еще 2 ребенка. Что вы собираетесь из них делать? Я из них ничего не собираюсь делать. Я вообще ни из кого из них не собираюсь ничего делать. Я просто наблюдаю за своими детьми. Я смотрю, что у них, какие проклевываются таланты или что способности к чему. Я не могу надавить и сказать, у меня вообще мечта, чтобы хотя бы один из моих детей врачом стал. Стоматологом, там, нейрохирургом, хирургом. Моя мечта. Почему? Мама уже собиралась нас в будущем выдать замуж за стоматолога и хирурга. Если вы говорите... Если Евреи, говорить, привет. нам говорить, Если вы не станете, то тогда выйдете. нам в семье Почему? нужны У вас с врачи. зубами все нормально вроде. Нет, да нет, ну просто, ну как бы я не знаю, ну не знаю почему, но врачи дома должны быть. Вот у нас дедушка врач, дай бог, дедуль, тебе здоровья наш деда Сергей, потому что, ну, он очень многих, вот, он очень много и друзей, вот когда вот и инфаркты были, он очень многих спас. Потому что все равно врач это самая должна быть уважаемая, самая востребованная профессия. И... Потому что они спасают жизни Да, людей. да, да. Это очень серьезно, но это, конечно, большая ответственность. Моя задача с супругом какая? Какая? Им дать какие-то знания, какой-то багаж знаний, с которым они уже будут выбирать дальнейшую свою профессию. Как вы глобально подходите? Ну а как еще ну вот у меня вот это вот есть немного, вот это слишком это, да. Мама, Но все я по максимуму должна надо. как-то, да, все по максимуму вложить, но не все подряд, то, что мне надо. Я смотрю, какие у них способности, какие Ну а как желания. вы, смотрите, как вы можете вообще решать человеческую судьбу? Вот. А как я решаю? Я ее решаю. У нас с ней все идет, знаете как, вообще вот мы отказываемся, мы не участвуем, а как-то раз вот и судьба нас, и жизнь толкает, и мы просто едем. Кстати, У нас все так с ней происходит, а с пением. вы ходили к бабкам каким-то, я не знаю, к астрологам, К нумерологам? астрологам, кстати, нет. Я сегодня Кстати, пойду к многие- астрологам Сегодня? с классом. Нет, не к астрологам, это на обсерваторию, А. на звезды смотрят. Это же астрологи. Нет, ну реально же, наверняка вокруг. Астролог это те, которые просчитывают по звездам твою дальнейшую жизнь. Ну вот как у Тебе тебя, к интересно чему вообще? способности есть, к чему нет способностей. Нету. Мне вообще не хочется жить как-то. Ну, если мне, например, вот смотрите, Как не я, хочется жить, я перестань. пойду, мне скажут мою судьбу, и я буду идти за ней. А вдруг это не мое, вдруг он ошибся, извините, каждый человек может ошибиться. И я буду просто как-то следовать этой судьбе, потому что мне это сказали. А я буду, ну, как бы, как меня поведет, так и я пойду. Может быть, я визажистом стану, потому что я хочу красить, вот я люблю красить. Да, вот, кстати, многие говорят, вот ты Блин, красишься в своем покрась меня. возрасте. Такой. И максимум, что я разрешаю Брови. красить, это брови. Потому что у меня реально они светлые. Да, ну почему я должна ребенка ограничить? Но если она хочет покрасить брови, если она себя чувствует такой красивой, ну она же девочка. Наоборот, ну, так, хорошо, извините, когда- если она в кадре у нас выходит так, как будто она накрашенная, но я действительно против, чтобы красилась она. Да, иногда мюзикали там снимает, она накрасится, но она ребенок. Это там, допустим, у нее какой-то сценарий или что. Но это не значит, что она так ходит и что я ей разрешаю так ходить.
Мгм. Но и как девочке я не могу ей запретить хотя бы брови, но немного накрасить. Она девочка, она в будущем девушка, женщина, она должна уже как бы смотреть, что ей идет, что ей не идет. Это, На самом в принципе, деле- это нормально, ненормально, когда в 30 или в 35 лет перед нами стоит девушка, женщина, которая до сих пор еще не знает, что ей идет и что она на самом деле не очень выглядит. Ой, На самом сори. деле очень хорошо, что сейчас уже, сейчас, в дворе 2018-2017, Да-да-да. и очень хорошо, что девочки сейчас стали реально за собой следить, потому что если ты сейчас будешь просто ходить, все это, мне надо, чтобы я всегда выглядела хорошо, потому что если я в школу, например, не могу пойти без бровей, потому что мне реально не нравятся мои брови, извините. Но она себя чувствует некомфортно. Да, я себя чувствую некрасиво. Мне, конечно, хочется, чтобы я нравилась, чтобы меня считали красивой, чтобы я выглядела Нет, это ухоженной не к девушкой. тому. Я вот сейчас хочу Не сказать. надо, не надо я ее сказала, что- корректировать. Не-не, я не об этом. Это не значит, что Нет. она для мальчиков это Да, я делает. не для мальчиков делаю, это мама. И Я вообще, делаю ей еще мало лет. Я делаю для того, чтобы я себе нравилась, чтобы мне было, я на себя меня чувствовала смотри, не на маму. красивой. Да. Подожди. А у тебя есть мальчик, с кем ты дружишь? Вот с этой мамой как даже 18. Слушай, а какой у тебя мальчик? Да, 18 я учиться знаю. еще надо. Да, я знаю. Слушай, что Сейчас за у меня вопросы по-любому вообще? не Я не будет. знаю. Нет, наверняка Нету, же. конечно. Какой Ты мальчик? вообще в 11 Инстаграме лет. или... Ну что вы прям за нее решаете? Большая девочка уже. Да Вот нет, в вы что? Одноклассниках есть? Нет, в Одноклассниках? Да, или где там? В Нет, я ВКонтакте, только в Инстаграм. Инстаграме есть, я только в в Инстаграме. Инстаграме. Facebook. Ты сама ведешь или мама ведет? Я сама веду Инстаграм. Серьезно? Единственное, Инстаграм она ведет сама. Сколько у тебя подписчиков Контакты, Фейсбук. 162 тысячи подписчиков. Можно Тысяча я- отписалась. можно я- Мама! Подписалась? Подписалась. Можно я тоже подпишусь? Да. А вы Меня- еще меня- не подписаны? Нет, Все. сори. Всё, я пошла. Я ту легенда. То легенда. О, легенда. Да, меня в Фейсбуке обозвали. Ну смотри, а вот у тебя уже есть какие-то параметры, какой должен быть рядом с тобой мальчик? Нет. Нет, у меня есть параметры. Он должен быть умный. Обязательно. Он должен меня уважать и любить. Несмотря Он на то, что должен- ты Данелия. Он должен любить детей. Мгм, Он должен работать очень усердно. мгм. А И как- быть подожди. конечно, красивым. Но это в последнюю Ой, очередь. у вас, у девочек, вообще непонятные понятия вообще, что такое мужская красота, блин. Вообще. Ну, это не красивые понимаю. глаза. Вот эти параметры только через 10 лет обращайтесь. Да, 10 лет. Папа 21? Что так? Подожди, папа твой красивый? Папа мой красивый. Он Почему? симпатичный. Ну почему он красивый? Ну, потому что у него вообще, он красивый. Потому что я в него пошла. Так, а чем? Всем. В смысле, он тоже Умом. поет? Нет, да. Серьезно? Да. Нет, он не так поет, чтобы прям поет, но он красиво поет. Мурлычет. Да. Нет, он красивый. Так. А Он чем он умный. красивый? Он высокий, Он высокий. статный, Не Шварценеггер. прям так сильно Шварценеггер. Он красивый. Ну, как сказать? Ну, бывает, что прям вот Душа в нем красивый. красивая очень. Да. Не надо подсказывать. Ты Ну, хочешь, чтобы... Мы твой- друг друга советницы. А, вы друг другу завидуете, да? Советницы. А, советница. Ну Чему-то смотри, я у нее учусь, чему-то она у меня учится. а чему вы учитесь? У Данели я учусь во многом доброму отношению к людям. Ты так сейчас себя как оскорбила. Но она Вы так- вы с она во сарказмом многом- это сказали? Нет, абсолютно. Вообще этот ребенок, он многому может научить и отношению вообще, и внутри семьи отношению, как я должна во многом Да, я относиться иногда- и к бабушкам, и к дедушкам, и вообще.
И вообще нам много, вот, кстати, сейчас трудно вспомнить, но даже Наташа иногда вот удивляется, вот мы же очень долго жили как бы вместе, да, и она говорит, во многом даже она может подсказать и дать совет. Я очень... Не, она иногда включает такую, вроде как такую легкую девочку, я ребенок, но на самом деле внутри нее сидит уже взрослый человечек, который... А сейчас, я не хочу сказать, что это только у нее. Сейчас, кстати, дети всех, очень взрослые, очень, кстати, более добрее они, что ли, чем мы. Вот. Нет, Я не хочу сказать, что все дети есть, конечно, Тихо. Классно. Есть, конечно. Конечно, для меня очень прям самое главное, чтобы мама и папа любили друг друга, чтобы они не оскорбляли друг друга, чтобы они нас любили, чтобы они нас уважали, чтобы мама кушать готовила. А мама не готовит кушать? Нет, мама готовит кушать. Ну, мама накладывает, греет. А готовит кушать нам бабушки, я их просто обожаю. Иногда, конечно, у нас ссоры, ну, у всех ссоры, ну, может быть, друг друга недопонимаем, супчик, ну, не хочу я суп. Не хочу, но мне дают суп. Но я все равно его буду есть, потому что я их уважаю. Да. И бабушки это вообще самое главное, потому что они, вот именно им хочется что-то рассказать, что-то с чем-то поделиться, потому что они реально адекватно это все оценят. Ты все время делаешь так, как хотят твои мама и папа? Или там бабушка, дедушка? Нет. Ты Я только в этом случае, что мама мне подсказывает, как одеться. Потому что мама вот реально, вот видите, она реально Вы круто что думаете, одета. она не всегда слушает? Что ты мне про одежду? Это вообще у нас целая война. Ну, ты мне говоришь, что у меня нет вкуса. У меня есть Я вкус. не говорю, что у тебя нету вкуса, просто я тебе говорю, что иногда ты меня не слушаешь. Давайте не будем драться. Вот что сегодня хочет сказать миру Данелия Тулешева? Люди, будьте добрее по отношению к своим родственникам и тем людям, которые пытаются вам сделать добро. Не отказывайте всем, любите друг друга и уважайте каждого, кто поучаствовал в вашей жизни. С вами была Данелия Тулешева. Как печально закончилось. С вами была Данелия Тулешева! А вы что хотите сказать родителям? Ой, родителям что я хочу сказать? Ой, родители, Крепитесь. уважаемые родители, крепитесь и давайте, наверное... Крепитесь, терпите. Крепитесь, терпите. Держитесь, и я без с вами. фанатизма, да, без сумасшествия вот этого. Дети вам сами подскажут, что они хотят, что они и как они себя видят в будущем. Да, поэтому, наверное, нужно прислушиваться. В большинстве случаев надо прислушиваться к нашим маленьким деткам. Молодец. Они нас многому могут научить, на самом деле. Поехали. Да, скучно, да? Вот так вот, на вот такой очень веселой ноте заканчивается наш обалденный эфир, потому что я вот смотрю на вас и реально, мне так хочется дочку. У меня 4 сына, с ними точно я вот так вот не поговорю. Ну, вообще, кайф, что вы есть у нас, и самый кайф, то, что вы есть теперь у меня, вот здесь. Здорово. Спасибо Спасибо. вам за то, что вы нашли время. Спасибо вам. Вот. Спасибо вам, что мне пригласили. очень приятно, что вы такие прикольные, не звездные, не пафосные, такие крутые камертончики. Надо вообще было и папу позвать, и Алтынай тоже. Да. Алтынай бы со мной на одном стульчике У нас сидел. папа заболел. Вот так вот проходят наши эфиры, друзья. Сегодня была обалденная 68-я программа «Камертон» в эфире радио «Медиаметрик». Надо было до 100-й даже додержать до 100-й и прийти на 100-ю программу. На соту там будет Бейонсе здесь сидеть. Точно. Да, с Бейонсе Точно. приведете. Да. Абсолютно Пусть так и не будет. хочется с вами расставаться. У вас уже есть с сегодняшнего дня юрист. Супер. Да. Пусть все у вас будет классно.
Спасибо. И, Данелечка, тебе очень повезло с твоими родителями. Всегда их люби, береги. И с вами был я, Тимирлан Туригенов, и программа Пока. Камертон. До свидания, друзья.